Здравствуйте, мои рукодельницы. Посмотрите, сколько у меня добра. Мне отдали 2 мешка больших ветоши, и я решила перебрать. Это обрезки от производства, от мелочевки до более-менее крупных. И вот это в пакете я приготовила, может быть, кому надо, на липачиху. Многие такие лоскуты выкидывают, а я наоборот приветствую. Так как надо утилизировать эти обрезки, решила шить еще одну сидушку на лавочку. Но лавочка у меня простая, деревянная. И в качестве уплотнения я взяла половую ткань. Это ватин. Но он дает усадку. И сверху обыкновенную ткань абсолютно не нужно. И буду использовать вот эти лоскуты. Ну куда мне их? Столько не перешить, сколько я привезла. Видите, и узкие, и длинные, и короткие, разной формы. Сама лавка у меня 23 сантиметра. Я взяла 25, потому что там сбоку прибиты деревяшечки. И на швы. Я сделала 26 сантиметров. И длина у меня метр. В ход пускается вся наша фантазия. Мы можем пустить их вот так по прямой. Да? Можем скомбинировать. Соединить вместе, пустить длинными полосками. Можем также, вот располагаем. Видите, у меня здесь срезано. Вот так, допустим, пришивать. Можно пустить вот также обрезки, видите, кромка. Кромку слегка можно обрезать или ее просто убрать в шов. Ну, если хотите, можете вот пустить наверх, это тоже будет как декоративная отстрочка. Когда раскладываю лоскуты, я визуально смотрю, куда что у меня войдет. Вот, треугольник. Можно также отделать этой полосочкой. Пустить также зелененькую по прямой. Если у вас длинная полоса, допустим, и широкая, вы можете также начинать с любого края или середины. Если начинаете с середины, допустим, идете в одну сторону, а потом идете в другую сторону. Вы смотрите по объему, опять же, по своей машинке, как вам удобнее будет шить. Начала пришивать с середины, вы видите, синяя деталька у меня немножко изогнута, я ее не отрезала. Зеленая здесь разрезана и просто подняла выше. Прошила, отворачиваем и пришиваем другую полоску. Это получается вот так. Если вы шьете хорошую действительно вещь, покрывало или одеяло, хорошая ткань у вас, я вам советую, прошили, отутюжили, прошили, отутюжили. Видите, также неровный лоскуток. Мы можем вот так его пришить, да? А можем и вот так пришить. Разница уже есть. Разница получается в направлении. Здесь поуже, здесь пошире. Если вы перевернули, то у вас получается прямая полоса. Вот у меня 2 лоскутка. Они короткие. Я их могу стачать вместе. Вот так будет. Также вот у меня обрезочка. Могу пришить также сюда. Но когда буду пришивать другую полоску, то немножечко скошу вот этот угол. Одну сторону дошила до конца. Видите, у меня остался. И я взяла просто надшила, потом все выровняю. А теперь заполняю другую сторону. Чтоб нас не смущали вот эти ненужная лишняя ткань, мы ее, конечно, можем отрезать. Я соединила мелкие лоскуты между собой, и также я их пущу в свою работу. Чтобы у меня синее с синим не сливалось, я пустила зеленую полоску. И теперь я могу смело пришить эту полоску. Вот эти 3 полоски собрала в единое полотно. Но мне не хватало. Я их разрезала пополам и вшила полоску. И видите, все равно не хватает. И теперь я беру еще один лоскуток и чисто надшиваю. Вот так беру сюда, и сюда можно также синенький пришить. Вот. Вот такая простенькая заготовка у меня получилась. Видите? И теперь мы ее выравниваем. Но прежде чем выравнивать, я ее отутюживаю. Выравнивать можно вот по обратной стороне. Здесь сразу видно, что у нас выходит ткань и неровная основа. Мы можем сшивать дальше. Но для меня такой вариант очень скучный. Я нашла, посмотрите, это еще СССРовские запасы.
И можно пустить, вот смотрите, зеленая, она сливается, да? Мы можем ее пустить как-нибудь вот на салатовую. Синяя, она также сливается с синей. Мы также можем пустить вот так на салатовую. Беленькая есть. Прекрасный контраст. Если у вас даже нет никакой отделки, можно пустить просто декоративную строчку другими нитками. И будет очень красиво. Пришила тесемочку и пустила декоративную строчку. Ну, вот так уже более-менее празднично смотрится. И, девчонки, смотрите, она у меня будет непростая. Она будет у меня с бортом. Ткань у меня узкая, 80 сантиметров шириной. Я отрезала вот такие длинные полоски. Я их между собой состыкую. Нам нужен размер вот так по кругу. А высоту полоски сделала 13 сантиметров. И сейчас также заполняю тканей. Посмотрите, с боком мудрить не стала. Пришила просто полоски. Даже не стала пришивать и пускать декоративную строчку. Прошила по кругу. Видите, обратную сторону я не клала сюда ткань, не считаю нужным. Но если у вас хорошее аккуратное изделие, конечно, на вот этот вот утеплитель надо прикрывать тканью. Конечно, вот это все будет отрезаться. Прохожусь сейчас оверлоком по кругу. Обязательно обрабатываем швы. Стык полосы сделала с торца. Вот он. Просто соединила. Весь край обработала оверлоком. Мы также срезаем все вот эти наши ниточки. Они нам не нужны. Ничего у нас с вами не полезет. Это у меня, видите, я случайно пришила ткань. Но ничего страшного. Смотрите, край изделия можно обработать также какой-нибудь полоской. Но я сейчас, может быть, вот так подверну и прошью. И также сюда можно пришить какую-нибудь бахрому, кружева. Или даже оставить так. Сейчас идем мерить. Девчонки, вы сами видели, сколько у меня много таких лоскутов. Кому нужно, пишите, я вам вышлю, только за ваш счет. И, конечно, лично я буду стараться использовать вот именно такую цветовую гамму. И будет еще множество работ вот в таком стиле. Уж не обижайтесь, что они повторяются. А также зайдите, пожалуйста, в описание. Там есть ссылка моя на Рутуб и на Дзен. Не забывайте писать комментарии, заходите в гости. А вот и моя лавочка, на что я сшила. Видите, она обыкновенная, но тут есть деревяшечки. И, соответственно, я прибавила эти сантиметры. Вот такая страшненькая, обыкновенная, простая. Ну что, меряем? Вот что у нас получилось. Видите? Вниз можно вставить резинку, чтобы она прилегала. Ну, меня и так устраивает. Я потом подумаю, вшивать, не вшивать. Но на этом все. Вы пишите комментарии, подписывайтесь на канал, заходите в гости. А сейчас я вам покажу лавочку. Это я показываю тому, кто еще не видел. И кто, может быть, надумает посмотреть это видео. Вот в таком же стиле. Из этой же ткани, только с добавлением немножко портьерной ткани. Вот такая штука у меня получилась. Вот теперь все. Пока-пока.